Представьте себе пространство, в котором не существует ни времени, ни движения, ни света. Абсолютная тишина и кромешная темнота — не просто отсутствие раздражителей, а настоящее стирание реальности. Именно в такие условия был помещен участник одного из самых странных и малоизвестных экспериментов, проводившихся под кураторством НАСА в конце 90-х. Официальное название проекта не раскрывается до сих пор. Внутри агентства он упоминается лишь по аббревиатуре, значение которой не указывается ни в одном доступном отчете. Камера, в которую поместили испытуемого, представляла собой герметичное помещение, без окон, без звуков, со специальной системой подавления эха. Температура была поддержана на уровне полного комфорта, и единственное, что работало, это биодатчики и внешние наблюдатели, следящие за параметрами человека в режиме реального времени. Ни одного окна, ни одного звука, ни одного визуального образа. Даже собственное тело участник почти не ощущал. Помещение было покрыто мягкими амортизирующими стенами, приглушающими движение и исключающими возможность травмы. Эксперимент длился 10 суток, но реальное количество дней, как выяснилось позже, поставит под сомнение даже точность хронометража. Целью исследования было изучение реакции мозга на полную сенсорную депривацию. Важнейший аспект при подготовке к дальним космическим полетам, где изоляция становится нормой. То, что произошло за эти 10 дней, удивило даже научное сообщество. Сами кураторы признались, что в какой-то момент всерьез испугались, но продолжили наблюдение. Решение не вмешиваться станет поводом для этической дискуссии и внутреннего расследования. Но это было позже. А пока человек оказался один на один с темнотой, которая не просто давит, она разговаривает. Казалось бы, в полной тишине невозможно услышать ничего, но уже скоро появилось то, что нарушило эту уверенность. Главного участника эксперимента в открытых документах не называют. В утечках он обозначен как объект 72. По внутренним характеристикам известно. Мужчина, около 45 лет, опытный инженер, участвовал в нескольких космических проектах в центре Джонсона. Имел опыт длительного пребывания в замкнутых условиях. В прошлом военнослужащий ВВС, участвовавший в подготовке пилотируемых миссий. Его согласие на участие в эксперименте удивило многих. Он не был частью основной группы психологов, чаще работал с технической стороной миссий. Однако, по словам близких, всегда тянулся к экстремальным испытаниям. Добровольность была зафиксирована письменно. Он прошел 9 ступеней психологической подготовки, включающих иммерсивные тесты, депривационные ванны и временные капсулы. Ни один из тестов не показал склонности к психозу или страху замкнутого пространства. Его внешность в архивных фото закрыта черной полосой. В видеозаписях, доступных лишь специалистам, он держится уверенно. Ни капли волнения перед входом в капсулу. Его последняя фраза перед герметизацией камеры: «Пора проверить, кто мы без всего лишнего». Проектная команда состояла из 13 специалистов, нейропсихологи, инженеры, поведенческие аналитики. Им запрещалось вмешиваться до крайней необходимости. А крайняя необходимость была определена очень размыто. Отсутствие сознания более 2 часов, полная остановка реакции на внешние стимулы или критические физиологические показатели. И вот он вошел. Дверь закрылась, свет погас. И началось то, чего не мог предсказать ни один прогноз. Сначала было просто тихо. Первые 12 часов испытуемый вел себя стабильно. Он медитировал, делал дыхательные упражнения, пытался поддерживать ориентацию во времени. На 14-м часу начал разговаривать с самим собой. Практика допустимая и даже полезная в условиях изоляции. На вторые сутки система зафиксировала увеличение активности теменных и височных долей мозга. Это участки, связанные с обработкой звуков и визуальных образов. Он начал слышать звуки: водопад, шорохи, шаги. Он озвучивал это вслух. Кто-то идет... Нет, подожди, это не может быть. Фантомные звуки — частое явление при депривации, особенно у людей с высоким уровнем воображения. Но уже через несколько часов он начал описывать свет. Он сказал: «Кажется, сверху мигает». Камеры не зафиксировали никаких отклонений. Помещение было полностью герметично, освещение отключено физически, без возможности включения изнутри. Его сердечный ритм начал колебаться. Сначала участилось дыхание, потом начались паузы, будто он замирал. В эти моменты он говорил тише. Запись зафиксировала фразу: «Он рядом, за спиной». Но никого, конечно, не было. В лаборатории обсуждали, вмешиваться или нет. Все параметры в пределах нормы. Однако один из техников записал странность. На 16-й минуте видео его тень отклоняется вправо, хотя источников света в камере быть не могло. Никаких внешних воздействий, никаких приборов внутри. Только мозг, изоляция и полная тьма. И тогда началась настоящая потеря контроля. Когда человек живет без света и смены дня и ночи, его внутренние часы начинают плыть. Это называется десинхронизация циркадных ритмов. Обычно у человека около 24 часов в сутках. В условиях изоляции ритм удлиняется до 25, иногда даже до 30 часов. На 4-е сутки участник уже не мог сказать, сколько времени прошло. Он начал пытаться считать свои шаги и удары сердца, создавая искусственные сутки. Но все чаще сбивался, путался. Ему казалось, что прошло меньше суток, хотя с момента входа прошло
прошло уже более 4. Нейропсихологи зафиксировали рост кортизола, гормона стресса. Мозг боролся с хаосом, создавая собственную систему координат. Но без опоры на внешнюю реальность он начал дополнять картину вымышленными элементами. Он начал говорить о звездах. Что видит их, когда закрывает глаза? Его мозг пытался заполнить пустоту знакомыми образами. Проблема в том, что он видел звезды даже с открытыми глазами. Свет в темноте — типичная галлюцинация, но ее устойчивость испугала даже опытных наблюдателей. И тогда произошло первое реальное отклонение. Он резко отпрянул назад и закрыл уши руками. Камера зафиксировала момент. Он закричал: «Прекратите шум, прекратите». Все приборы в норме. Тишина была абсолютной. Темнота начала не просто подавлять, она стала говорить. Или это был его собственный разум. На 6-е сутки произошел один из самых странных эпизодов за весь эксперимент. В журнале наблюдений отмечено: испытуемый вел себя спокойно, затем резко встал и подошел к одной из стен, дотронулся до нее и сказал: «Ты ведь здесь, я знаю». Этот момент насторожил команду. Было решено проверить все сенсоры. Никаких аномалий, но участник продолжал диалог с некой сущностью. Он говорил ей: «Я не боюсь, я знаю, ты часть меня». Казалось, он начал отделять собственное сознание от тела, создавать собеседника или видение. На 7-й минуте разговора он описал яркий свет, исходящий изнутри. Он говорил, что его глаза больше не нужны, потому что он видит всем телом. Биодатчики показали колебания температурных и сердечных ритмов, но все оставалось в рамках допустимого. После этого он сел на пол и замер. Почти 3 часа, без движения, без слов. Лишь редкие моргания и небольшие движения пальцев говорили о том, что он еще с нами. И вдруг он посмотрел прямо в камеру и прошептал: «Вы тоже это увидели». Но что именно он видел? Камера не зафиксировала ничего, кроме пустой стены. Производственно-строительная компания ПО «Система» предлагает уникальное решение в сфере модульных быстровозводимых зданий. По желанию заказчика можно сделать модуль любого типа, от обычного жилого до санитарного или модуля контрольно-пропускного пункта, а также размер здания определяет только заказчик. Более подробно про ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. На 7-е сутки произошел резкий поворот. После долгого периода неподвижности участник резко вскочил и начал метаться по камере. Его движения были не хаотичны, а как будто целенаправлены. Он ощупывал стены, прижимал ухо к полу, повторяя одно и то же. Он идет, он идет. Система фиксации зафиксировала скачок адреналина, учащение сердцебиения и дыхания. Он словно оказался в ситуации прямой угрозы. Но никакой угрозы не было. Все оборудование работало штатно, изоляция была абсолютной. Однако в сознании испытуемого все было иначе. Он начал громко разговаривать с кем-то, кого сам называл наблюдателем. Эта фигура, по его словам, стояла за стеклом и что-то шептала. В течение следующих 30 минут он то замолкал, то снова кричал, требуя прекратить шум и выключить свет, при том, что света, как известно, не было вовсе. Интересный нюанс. Его движения начали синхронизироваться с графиком, на котором фиксировались колебания его нейронной активности. Создавалось впечатление, что между электрической активностью мозга и его действиями начал формироваться новый, неестественный паттерн. Исследовательская группа обсуждала возможность досрочного завершения, но параметров нарушения физического состояния не было. Все указывало лишь на мощнейший психологический надлом. Тем не менее, по протоколу они обязаны были наблюдать дальше. А испытуемый, оставшийся один в своем бункере сознания, перешел к следующей стадии. Полной изоляции не только от мира, но и от самого себя. Команда наблюдателей была в тупике. Этические рамки эксперимента предусматривали прекращение только при жизнеугрожающем состоянии. Но то, что происходило, сложно было классифицировать. Человек был жив, биопоказатели в норме, а вот поведение стремительно теряло связь с реальностью. Участник прекратил реагировать на собственную речь. Он больше не говорил, не записывал, не повторял действий. Он сидел и смотрел в одну точку. Иногда по несколько часов, без движения. Весь его мир сжался до одного взгляда, направленного куда-то внутрь. Сравнение с известными случаями тюремной изоляции показала: подобная тишина и тьма вызывают деградацию социальных навыков уже через 3-5 суток. Здесь прошло больше недели. И человек, некогда уверенный и подготовленный, превратился в молчащую тень. Одни из специалистов утверждали, что это может быть переходной период адаптации. Мол, мозг перестраивается на новую модель восприятия. Другие опасались, что испытуемый мог отключить себя, отключив контакт с внешним. Но вмешиваться было запрещено. Все записи фиксировались. Комиссия наблюдала. Никто не решался нажать кнопку завершения. И только один из нейропсихологов написал в своем личном дневнике: если он не выйдет прежним, это будет не из-за тьмы, это будет из-за нас. Но события вскоре вышли за рамки ожиданий даже самых осторожных участников проекта. На 8-е сутки неожиданно он заговорил. После 2-дневного молчания его голос был слабым, хриплым, но слова четкими.
Настолько четкими, что вся команда остановилась. Он произносил фразы, которые на первый взгляд не имели смысла. Повторяющиеся отрывки слов, инверсии, искаженные слоги. Но при анализе выяснилось, структура речи напоминала симметричный паттерн. То, что он говорил, можно было разложить на повторяющиеся блоки. Некоторые из них совпадали с определенными цифрами на графиках его мозговой активности. Фраза, которую он повторил более 40 раз. Точка внутри точки. И все равно это круг. Никто не понял, что он имел в виду. Но интереснее другое. Он начал использовать фразы, ранее не произносившиеся им в жизни. То есть это не воспоминание и не внутренний монолог. Появилось подозрение, что его сознание начало выстраивать собственную систему координат. Мир, где логика и время подчиняются иным правилам. Он больше не был в нашей реальности, но его тело оставалось в капсуле. Было ли это психозом или формой защиты, или он действительно вошел в особое состояние, предельно редкое и малоизученное. Эти вопросы стали особенно острыми, когда все снова стихло. Девятые сутки начались с полной тишины. Он не двигался, не говорил, не реагировал даже на базовые стимулы. Биодатчики показывали стабильность. Он был жив, но полностью отстранен. Это состояние длилось почти 24 часа. Вся команда сидела, не отрываясь от мониторов. Каждый ждал хоть малейшего движения, вздоха, взгляда, но ничего не происходило. Некоторые предположили, что это кататоническая фаза, форма защитной реакции психики. Другие, что он перешел в глубокое медитативное состояние. Однако необычное началось позже. Когда он, наконец, пошевелился, его первое действие было неожиданным. Он медленно подошел к камере, наклонился и прошептал: «Я нашел выход». Выход не снаружи. Эти слова были записаны, проанализированы, расшифрованы и официально зарегистрированы в отчете. Их смысл обсуждается до сих пор. Но то, что произошло на следующие сутки, поставило под сомнение весь хронологический отчет эксперимента. Эксперимент был рассчитан на 10 полных суток. Все этапы строго зафиксированы, но после завершения и выхода участника возникло странное несоответствие. Он утверждал, что провел внутри ровно 10 суток, но система показала только 9,5. Последние 12 часов не были записаны. Камера в контрольной комнате выдала ошибку. Запасная не активировалась. Электронный лог в бортовом компьютере стерся. Исследователи списали это на технический сбой, но участник говорил уверенно: «Вы пропустили день. Он был самый важный». Когда его попросили уточнить, что именно произошло в это потерянное время, он лишь улыбнулся и сказал: «Я был не один. Никаких доказательств, никаких свидетельств, только сбой. И человек, который уже больше не смотрел в глаза даже тем, кого знал до эксперимента». И вот тогда стало ясно: он изменился. Но насколько, еще только предстояло понять. Когда дверь изоляционной камеры открылась, испытуемый не сразу вышел. Он стоял, будто ожидая чего-то или кого-то. Только спустя минуту он медленно сделал шаг вперед. Камера зафиксировала, походка изменилась, стала медленной, равномерной, с идеально симметричными движениями. Не было ни усталости, ни дезориентации. Напротив, он выглядел собранным, но это было только снаружи. Внутренне он был другим. Он почти не разговаривал. Вопросы отвечал коротко, без лишних эмоций. Его голос стал монотонным, взгляд рассеянным, а мимика практически исчезла. Один из врачей описал это так-то: будто он не здесь, а наблюдает за нами откуда-то из-за стекла. Психологическое тестирование показало аномально высокую устойчивость к стрессу. Он не проявлял признаков тревожности, страха, усталости, никаких характерных для долгой изоляции симптомов. Напротив, он начал выстраивать гипотезы о работе сознания, которые выходили за рамки его предыдущих компетенций. Он заговорил о концепции наблюдающего сознания. Идеи, будто человеческий разум может отделиться от сенсорной оболочки и продолжать функционировать в полной изоляции, как самостоятельная система. Эти мысли он записал на бумаге, используя необычный синтаксис с фразами, повторяющимися как мантры. Мозговая активность в состоянии покоя аномально синхронизированная. Все указывало на глубинную перестройку. Но ни один ученый не мог объяснить, был ли это результат депривации, случайная мутация поведения или нечто, что мы пока не понимаем. На камерах последнего обследования он вновь произнес ту самую фразу: «Вы не поняли. Я не вышел. Я просто смотрю с другой стороны». Именно после этого началась борьба за закрытие всех материалов эксперимента. Отчет о проведенном эксперименте сначала планировали опубликовать. Была даже назначена дата научной конференции, но за неделю до нее резкое решение. Материалы засекречены, доступ ограничен, упоминание проекта удалено из внутренней базы. Часть специалистов покинула проект. Один из инженеров, по слухам, передал копию видеозаписи третьей стороне. Через год он пропал в горах Колорадо. Найден не был. Документы, попавшие в утечку, содержали удивительные фрагменты. В одном из них указывалось, что эксперимент проводился не в интересах чисто медицинских или поведенческих наук, а как часть долгосрочной
долгосрочной программы адаптации к условиям нестабильного восприятия. Фраза настолько нехарактерная для технической документации, что некоторые исследователи предположили, речь шла о подготовке к условиям, где восприятие реальности нестабильно, как, например, в длительных межпланетных миссиях, из которых может не быть обратной связи. Было ли это частью военного проекта? Или попыткой моделировать человеческое сознание вне времени и пространства? На эти вопросы никто официально не ответил. Даже сам участник спустя полгода отказался от любых интервью. Он уехал, перестал выходить на связь, но оставил одно письмо. Без адресата. В нем одна строчка. «Вы все еще думаете, что я был один». С тех пор прошло более 20 лет. Подобные эксперименты не афишируются, но отдельные следы можно найти в миссиях подготовки к Марсу, в отчетах по психологическим симуляциям на антарктических базах, в новых разработках для замкнутых экосистем. Изоляция стала неотъемлемой частью будущего космоса. И вопрос больше не в том, выдержит ли человек одиночество, а в том, кем он станет после. Что произойдет с сознанием, когда оно останется один на один с собой? Какие формы примет разум, лишенный привычных ориентиров? Сколько нужно тишины, чтобы услышать не внешний мир, а внутренний? Эксперимент, проведенный в конце 90-х, не был первым, но он стал поворотным, потому что впервые человек, пройдя через полную темноту, вернулся и не захотел говорить об этом. Может быть, потому что не смог, а может, потому что некоторые вещи нельзя описать словами. Особенно если ты понял, что в полной темноте ты не один.